Короче, поехали. Привет, меня зовут Аня. Я родилась 30 апреля 1993 года в городе Обнинск, который, кстати, очень крутой, и в нем живут классные люди. Мне 21 год, но я выгляжу младше, поэтому мне не продают вино в магазинах. И это меня очень сильно бесит, и приходится носить с собой паспорт. В детстве я очень много болела, поэтому не боялась врачей, иголок, и даже к зубному ходить мне нравилось. У меня не было друзей в детском саду, зато был диатез. На протяжении 4 лет мне пришлось сменить 4 садика. Я ужасно ненавидела каждый из них. Однажды на тихом часу я пошла в туалет, а там по унитазу ползали огромные рыжие тараканы. Но вы понимаете, случилось то, что случилось, и все надо мной смеялись. А мне первый раз в жизни хотелось просто исчезнуть. В 7 лет мама повела меня в школу рядом с домом. 1 сентября мы забыли мой портфель дома. Провал. Отличное начало. Да. На линейке меня поставили с каким-то мальчиком, а моя мама шутила, что мы жених и невеста. Я ненавидела это говно, меня это бесило, поэтому на фотографии с линейки я вот с таким выражением лица. Потом что-то случилось, и меня перевели в другую школу. До нее был почти километр, и мама показала мне один раз дорогу, а потом я ходила туда одна и все время ссала, что потерялась. В 2 или 3 классе меня отдали на танцы и рисование. Танцевать я ненавидела, потому что была жутко неуклюжей, и у меня получалось хуже всех. А рисовать мне нравилось, и художку я проходила аж до 7 класса. С одноклассниками всегда было не очень. Я постоянно дралась с мальчиками, защищая свою честь. И, конечно, никогда не выходила из этих драк победителем. В 7 классе меня так сильно ударил мальчик, что на моей ноге больше месяца была гематома. Школу решено было сменить, и в 8 классе я вернулась в школу рядом с домом. Я там знала только одну девочку, она мне не нравилась. Она была не очень умной и все время говорила о мальчиках, и поэтому я часто тусила сама с собой и была вся такая в темном, ходила особняком, укутавшись в свой черный шарф. Да. Приходила домой и заедала обиду и одиночество 30 пельменями, горячими бутербродами, хлебом и вареньем. По 5 часов пялилась в телек, а потом засыпала. Какие уроки! От всего этого в 9 классе я потолстела и не думала, что это плохо, но моя сестра не ленилась напоминать мне, какая я толстая и уродливая, и у меня появились комплексы. Я нашла кое-что, что помогло мне справиться со всем этим дерьмом. Не нужно меня осуждать. Во-первых, мне плевать, что вы скажете, а во-вторых, я ничего не могу изменить. В старших классах у меня были крутые друзья, и даже появился мальчик, с которым мы встречались 4 года. Позже мы расстались, но сейчас мы хорошие друзья. Короче, я кое-как закончила школу, и у меня начались частые панические атаки. Из-за них я постоянно прогуливала пары в институте, и из-за этого у меня был конфликт с преподавателем. Учебу пришлось бросить. Примерно то же самое случилось с техникумом чуть позже. Из-за моих проблем родители часто ссорились, их мнения по поводу учебы расходились. Случилось кое-что плохое, и мои родители разошлись. Сначала я винила себя в их разрыве, но потом добрые люди объяснили мне, что я не виновата в чужой жестокости. С папой мы помирились, но родители так и не сошлись снова. Тогда я решила пойти работать. Мне нравилось фотографировать, и я хотела накопить на хорошую камеру. Я усердно работала в режиме максимальной экономии, и в 18 я смогла купить свою любимую камеру, на которую я снимаю до сих пор. С 2011 по 2015 я сменила кучу работ. Я фотографировала, продавала телефоны и компьютеры Apple, рисовала для разных штук и даже успела поработать хлопушкой в кинчике. В 2014 я переехала в Москву жить с подружками. Но восторг угасал, начались проблемы. Я скучала по дому и в итоге вернулась в родной город, который, кстати, очень крутой, в котором живут классные люди. Как-то с подружкой мы поехали на озеро и сняли там смешной фильм. Я выложила его на YouTube и решила, что хочу снимать еще. Сейчас у меня все хорошо. Я подрабатываю и играю в кикер по субботам. Ну вот, кажется, все. Пока.